Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Артем Дмитрук на связи прямо сейчас. Артем, приветствую вас. Да, всем добрый день. Артем, начать наш разговор я бы хотел именно с такого, общего вообще взгляда на происходящее. И каждый день у нас какие-то подробности, где-то грязные, где-то не очень. И вы знаете, лично я немножко опешил, потому что сливают уже даже разговоры, не только там Виткофа с Дмитриевым, этот выстрел был холостой, громкий, но, в общем, никто ничего не понял. Трамп сказал: так он нормальный переговорщик, так и должен себя вести. Даже лидеров сливают разговоры, немецкая пресса публикует стенограмму, Елисейский дворец говорит: нет, это все неправда, в общем, это все фейки, не верьте. Короче, будут спасать Владимира. Самый тяжелый период у них, и, в общем, они там согласились. Сразу несколько лидеров государств, там Финляндия, Ступ, да, беседовал. Макрон, Зеленский, вот они все вот. Макрон сейчас спасает Владимира в Китае. Отлично поговорили. Говорит: Китай, присоединяйся к нам. А Китай говорит: мы за мир, чтобы все были довольны. В общем, отстань, Макрон. Это так, с дипломатического на простой язык, если переводить. Слушайте, кажется, ситуация подходит к своему апогею. И судьба Зеленского с вот этим особенно... Там же многие там, да, я думаю, тоже видели вы, попадалась вам вот эта вся расстановка, кто что сказал, там, кто как себя повел. Это все очень интересно. Но ключ для меня — это спасение Владимира. Но речь-то о Владимире Зеленском. У нас в начале с 22 года все же думали, как Путину сохранить лицо. Помните? Прям периодами был такой основной тренд, как будет Путин сохранять лицо. Зеленский лицо уже не сохранил, и теперь, получается, Владимира Зеленского пытаются спасать. Получится ли? И что вы думаете по поводу положения вещей на Банковой? Вы писали о том, что ему сказали уйти до конца этой недели. Четко, прямо. Понятно, что он будет тянуть время вместе со своими друзьями. Как долго? Да, как интересно, вы, как всегда, задали такой очень большой вопрос, очень комплексный. Вот. Но вы очень часто, вы знаете, Александр, говорите теми месседжами, которые волнуют ваших подписчиков, ваших зрителей, которые вам пишут, а вы стараетесь разобраться в этих вопросах и донести какую-то объективную позицию. Вообще очень красиво вы сформулировали, конечно, вопрос относительно спасения, процесс спасения Владимира. Вопрос идет, конечно, о спасении Владимира Зеленского. И здесь важно, конечно, понять, что спасти Зеленского уже не удастся. Да и, собственно, сами спасатели уже не обладают той возможностью, теми навыками и теми возможностями, которые необходимы для спасения столь тяжелого уже груза, которым является Зеленский. Поэтому, что же касается спасения Зеленского, это уже невозможно. По Зеленскому, если вот так ближе уже к нашим реалиям, то важно сказать, что у Зеленского был прекрасный шанс, сохранить свою беззаботную жизнь, как я не раз указывал, в пригороде Лондона, безбедную и беззаботную, да. Это могло произойти с ним и в 22 году в марте месяце, и в 23 году, да, и еще была не одна такая возможность. Но на сегодняшний день я должен констатировать то, что у Зеленского возможности спастись уже не будет. И если мы с вами не раз говорили о том, что он просто уедет, то я думаю, что это уже становится маловероятным. И Зеленского ждет неизбежное наказание. Мне кажется, даже у вас в эфире кто-то говорил, что судьба Саакашвили – это лучшее, что может ожидать Зеленского. Я с этим уже полностью согласен. Хотя еще недавно я говорил о том, что, в принципе, у него будут шансы на то, чтобы уйти. Сегодняшнее его единственное спасение и возможность еще жить, жить – это сложно, жизнь – это существование, да, это те, скажем так, последние иногда дни, иногда недели, а может быть месяцы
значит, захвата оставшегося офиса в Украине. Вот. Что же касается, значит, моих скажем так, прогноза, моих слов о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе. Ну, вы знаете, Зеленскому было приказано сделать уже многое, вот, и было договорено многое, но много-много раз он обманывал и не только Российскую Федерацию, но и своих западных так называемых партнеров. Да. Зеленскому было приказано остановить боевые действия и на 9 мая, вот, но он этого не сделал, да. Кстати, тогда еще у него был шанс уехать в пригород Лондона и жить свою беззаботную жизнь. Сейчас же такого шанса уже нет. Поэтому, когда у меня мои, значит, западные товарищи спросили о том, как Зеленский уже в данной ситуации, в случае накопившихся, значит, проблем в Украине отреагирует на это, я сказал, что, в принципе, реакция будет соответствующей, и пока, значит, на него не наденут наручники, да, ничего не изменится. Поэтому он будет держаться до последнего, ибо знает, что следующий этап его жизни будет очень сложный, если он будет. Поэтому мы с вами свидетели, конечно, этого финального периода. Вот. А уже мы смотрим, как это будет происходить. Может происходить абсолютно по-разному. Сценарии могут быть разные, и уход может быть разный, и будущее его, скажем так, тоже может быть очень разным. Но точно уже не радужным. Это и так, если очень вкратце, да. Артем, ну давайте посмотрим на положение вещей в том, что называется мирный трек. Россия и США нам не сказали, о чем они И договорились. хорошо. Они сказали, мы договариваемся, у нас компромиссов нет. В общем, пресса пишет о том, что есть какие-то пункты, по которым не договорились. Это территориальное членство в НАТО, ну и так далее. То есть все ключевые пункты, по ним нет договоренности. Взяли из 28 пунктов, сделали 4. 4 направления, 4 блока. В принципе, они сделали то, что должен был делать Стамбул-2. Помните, все же на чем заступорилось? На вот этом распределении пакетов, блоков, подгрупп переговорных. Ну, фактически, подгруппы это означает вот это деление. Их не может там быть слишком много. И, по идее, в принципе, мы сейчас наблюдаем Стамбул-2, но без Украины. К чему идут переговоры? О чем эти переговоры? Правду ли говорят, что вот сейчас не приезд Виткофа к Зеленскому в Европу, и он, собственно, потащил хвост в Украину? Правда ли вот встреча с Умеровым – это вот передача там дальнейших ЦУ, да, в Майами, которая на сегодня назначена? Это все к тому, что будут глушить через компромат, через протесты, через коррупционный скандал. И даже тот факт, что отпустили там Магомед Расуловых, отец и сын, да, сын это, может, кто не знает, это вот человек, который непосредственно слушал, который от НАБУ, да, вот руководил этим расследованием на земле непосредственно. Даже этот факт, даже вот такая попятная, снятие Ермака, в общем, этот процесс уже не остановит. Просто стало четко ясно, что у Зеленского есть вот только этот туннель, да, туннель к вот такому краху. Уже даже в отчаянии некоторые там, его политтехнологи заявляли, там, Петров говорит, выйдет и попрощается, и скажет, вы не заслуживаете такого. Даже спасибо никто не сказал. Представляете, какие неблагодарные украинцы. И Зеленский там возьмет и уйдет. Гордый и, в общем, не принявший похабный мир. Как вы видите сценарий этих переговоров? Да, вы закончили свои вопросы, значит, политтехнологами Ермака и Зеленского. Но, откровенно говоря, если, конечно, говорить о политтехнологической составляющей работы офиса Зеленского, Ермака и всех остальных, это, наверное, самый низкий низ уровня, который мог быть, значит, представлен в Украине. И с этим согласны абсолютно все эксперты. Это первое. Грязь из грязи. Знаете, все, кто пытался представить все это время Зеленского, Ермака, очернить других людей, я как непосредственный, значит, участник этих очернительных процессов,
в том числе и Петров постоянно старался выработать свои копейки Ермака, значит, очерняя меня, мою семью, высказывая всякие очень грязные, очень негативные, очень обидные вещи, да, и других десятки людей и политиков, вот, и так далее. Поэтому, что касается работы политтехнологов Банковой, это было худшее, что могло быть. И на этом тоже нужно будет в будущем учиться, как не нужно делать. Что же касается НАБУ, здесь история интересная. История интересная, история непростая, история очень многофункциональна, история очень объемна. И я бы хотел бы здесь высказать свое субъективное мнение. Я, может быть, укажу об этом в своей книге, а может быть, упущу, поскольку я в своей книге указываю периоды Майдана в Украине, как они были, на что они повлияли, как они сформировали будущую повестку и какие выводы нужно сделать, и что нужно сделать для реанимации этих событий. Да? То я хочу сказать, что я сегодняшнюю работу НАБУ расширяю с просто, значит, антикоррупционного органа до понятия Майдана. То есть для меня сегодня работа НАБУ в Украине – это своего рода Майдан, причем со многими схожими, с практически всеми схожими событиями и обстоятельствами и процессами влияния. Только сегодня этот Майдан организован именно в форме НАБУ. Я считаю это очень прогрессивной, хорошей, структурированной моделью, процессом, представленной сегодня действующей командой власти Соединенных Штатов Америки, которые очень умело избавляют проектность от тех руководителей, которые уже не входят в их нынешнюю повестку и их глобальное взаимодействие с внешним миром. Поэтому, что же касается НАБУ, для меня здесь все понятно, то есть я ставлю знак уравнения между НАБУ и Майданом, только формат другой. Меня, откровенно говоря, этот процесс устраивает больше, поскольку, значит, здесь риски меньше. Да, он не такой яркий, он не такой красивый. Нету там печенек, нету фаеров, нету огней, нету небесной сотни, там и много чего, да? Но неплохо, неплохо. Мне этот новый формат работы Соединенных Штатов по отношению к своим проектностям нравится. Я здесь не беру в счет то, что это моя страна, и мне больно, и все остальное. Я здесь это не беру в счет. Ну и, конечно, то, что сволочи воруют, понимаете, в то время и на тех вещах, которые, ну, простите, значит, народ скидывается на бронежилеты, а у народа воруют, понимаете, причем на самом необходимом. Послушайте, то, что выстраивают сегодня, стараются, значит, выстроить мирный трек и добиться его приближения к нему, к этому мирному треку, путем того, что всегда знали, но сегодня решили рассказать, а то, что решили рассказать, это страшные преступления по отношению к Украине, ко всему украинскому народу, страшнейший геноцид. Геноцид же, он же не просто выражается в том, что Зеленский вышел и автоматом расстрелял всех, да? Геноцид же выражается в том, что Зеленский воровал $100 с бронежилета, и бронежилет приходил не с пластинами, как положено, а с картонкой, да? Или в носках, или в еде, или в экипировке, или в оборонительных, значит, сооружениях и так дальше. Это же геноцид. И я тот человек, который обязательно в будущем добьюсь статуса Зеленского как террориста и статуса его как человека, который сделал геноцид украинского народа. Это будет, это 100%. Дальше. Мы с вами решили уже вопрос с процессами. То есть сегодня в Украине происходит Майдан в разных формах. Так же, как и, знаете, мы с вами говорили про гражданское противостояние. Ну, сюда же я добавляю форму гражданского противостояния, подобную, значит, людям, которые покинули линию фронта. А в этом году за неполный год у нас это по официальным данным более 160 тысяч человек, а уже, я думаю, эта цифра далеко за 200. А реально это намного больше людей. Реально сегодня людей, которые ушли с фронта СЗЧ, больше, чем та армия реальная, которая есть на линии фронта, да? Это идем дальше. Поэтому противостояние есть. Майдан уже проходит. Мы участники. Дальше. Что же касается мирного трека? Ну, я должен расстроить, наверное, наших зрителей в том, что, к сожалению, мирный трек еще не начался. Да, сегодня проходят, значит, переговоры
на среднем уровне между Соединенными Штатами Америки и США. И это уже хорошо. Это уже хорошо. Да, там нету Европы. И это тоже хорошо. И мы с вами тоже системно на многих эфирах об этом говорили. Европу откинули очень дерзко, и это хорошо. Потому что Европа в данном случае играла исключительно роль дестабилизации в этом процессе. Я не говорю за Зеленского. Зеленским, простите, но все абсолютно понятно. И те факторы, которые проявляются там. Зеленский, я вам скажу, как есть, очень много раз на прошедшей неделе пытался пролоббировать свою встречу хоть бы с кем с окружения, значит, администрации Соединенных Штатов. Не получилось. Там на это есть жесткий запрет. Чтобы не нарушить ту конструкцию, которая сейчас образовывается между США и Соединенными Штатами. И Российской Федерацией, простите. Поэтому сейчас это не процесс к мирному регулированию, к мирному, договору. Но это процесс, который к этому может привести. Почему? Пока в Украине не будет выстроена совершенно другая конструкция, этот процесс не перейдет к мирному урегулированию. Что вы называете конструкцией? Конструкция – это довольно сложный, длительный, на который я надеюсь и стараюсь повлиять процесс в украинском вопросе. Это значит, что всем уже понятно, что та власть в Украине во главе с Зеленским, она не имеет права на участие в этом процессе до мирного урегулирования. Да? То есть всем понятно, что Зеленского здесь уже не будет. Слава богу, Владимир Владимирович Путин назвал практически вещи своими именами. Он назвал Зеленского и его окружение преступниками. Это не то, о чем мы просим о террористе, да, но я думаю, что к этому тоже придут. То есть это уже преступники, с которыми диалог вести не будут. И это полностью устраивает, и это поддерживает Соединенные Штаты Америки. Поэтому Зеленского мы выносим за скобки. И тогда, когда он уже в этом процессе покинет украинский политикум, образуется следующая среда, которая потихоньку, вяло, текуще, да, и так далее, формируется в Украине. Что это должно быть перед мирным процессом, возможно? В Украине на базе, вы со мной сейчас можете поспорить, и это хорошо, на базе действующего парламента, единственного легитимного органа в стране, должна быть сформирована новая позиция легитимной власти в стране. Должен быть избран новый глава парламента, новое правительство, понятно, новые главы силовых структур и новые группы в парламенте. То есть такое понятие, как «слуга народа», в принципе, должно переставать существовать, и новые группы в парламенте должны будут принимать те важные решения, которые переведут нас к следующему этапу. Следующий этап – это прямые переговоры Украины с Российской Федерацией. И мы с вами вот уже говорим уже о процессе полугода-года. И это, я вам сказал, только о процессе вступления в переговорный процесс о мире. А дальше это уже вопрос перехода к мирному, этому вопросу и так далее. Поэтому за это время в украинском парламенте должна сформироваться та партия мира, о которой мы с вами говорим, должны за это время быть освобождены все политические заключенные, должны начаться процессы по восстановлению прав Украинской Православной Церкви, закрепление вопроса внеблоковости Украины и так далее, и так далее, и так далее. Все те триггерные важные вопросы, которые разграничивают нас и мир. Да, между Украиной и Россией. Ну и в конечном итоге это то, о чем мы с вами говорим. Лидер Украины с прямыми переговорами с лидером Российской Федерации, как я говорю, после одной молитвы, после литургии. Не складывается, не складывается уже, у меня, да. темпоритм не складывается, Артем. Американцы взялись жестко. И
на первых порах вообще с наскока. Все очень и очень быстро проходит. То, Да, что да. Зеленского отбрасывают, это, конечно, особенно видно, да, то есть с ним никто не до Москвы, не после Москвы, вот сейчас тоже с ним не встречаются, только вот европейцы созваниваются и хотят его спасать. Это вот прям, это правда. Но опять-таки, а Умеров вот сейчас, вот что он? А потом Умеров докладывает Зеленскому. Короче, Зеленского отодвинули. Но видно, что темп Москва сбивает. Москва сбивает. Потому что давайте предметно, 4 группы, ну и так далее. Американцы хотят быстро решить вопрос. Вот вы сейчас набросали вот эту схему внутри Украины. Это правда, это на год как минимум вот этого всего. Ну, конечно, минимум. Ну, минимум на год. Но есть абсолютно же другие пути. Да, есть инсайды, не знаю, подтвердятся или нет, что некоторые организации очень таких развеселых мероприятий готовят уже картонки. Ну, в общем, сейчас мы вбросят еще какую-то, ну, определенную паузу. Ведь Ермак не может долго находиться между тут и здесь, понимаете? Да, да, да. Долго не получится. У него сейчас роль такого своеобразного заложника, за которого требуют $1 миллион. Но $1 миллион в каком плане? В плане политическом. Зеленский должен сейчас принимать определенные политические решения. Иначе мы услышим знакомый голос одного и второго на пленках, а потом быстренько пехота подымет остатки вот этих студентиков и других людей, других групп, и начнется Майдан в прямом смысле слова, не Набу-Майдан, а реальный, со смещением власти, с ужасным скандалом. Все это понимают. Именно поэтому сейчас нет замены Ермака. Но кем заменил Ермака Зеленский? Никем. Потому что давайте так, Свириденко называются вот эти фамилии, там даже Буданова. Вроде как, ну, у Буданова другая цель сейчас, ну так говорят. Он будет отвечать за то, чтобы военные не захватили власть. Ну вот в классическом понимании хунты. То есть пришли какие-то командиры батальонов со своими там этими. Вот мы сегодня наблюдаем же ужасную ситуацию. Я хочу, чтобы вы отдельно прокомментировали Конча-Заспу и Жовтань, Октябрь, ну, санаторий. Там Кауфман, Грановский, земля, собственность, эти говорят, мы арендуем, те говорят, нет, это наше, и там вот прям стычки с заложниками, потом военнопленными, да, потому что одни военные, другие. И это мы видим. Но нет никого на замену Ермака. Более того, одни сейчас его критикуют, другие скулят немного, какой великий был человек, третьи в панике не понимают, куда им бежать. Вот эти внутренние процессы о чем нам говорят, Артем? Да, это, значит, очень хорошие, значит, в какой-то степени внутренние процессы. Они говорят, значит, очень, значит, точных и конкретных вещах. Когда Зеленский может хоть 500 раз записывать очень хорошие ролики, 500 раз акцентировать внимание на то, що я буду приймати рішення, то що ми спроможні приймати рішення и так далее и тому подобное. Да, это его речи разобраны уже. Их даже, я вам скажу, даже вот экспертам уже не интересно разбирать его речи, потому что это уже не имеет никакого смысла. Они наполнены исключительно такой вот грязной, очень уже грязной пропагандой, которая, по сути, не влияет ни на что. Вот, это первое. Дальше, что же касается военных, я очень маленькую отметочку такую сделаю. Знаете, у меня много моих друзей, товарищей до сих пор на линии фронта. Многие уже погибли, но еще остаются люди, которые вот с первого дня ушли на фронт и до сих пор находятся на линии фронта. За все время они несколько раз там, уезжали домой на несколько дней и возвращались снова на линию фронта. Так вот, у этих военных нету мыслей о Майданах, нету мысли о каких-то там переворотах. Эти военные, даже очень многие люди у меня есть, которые до, значит, войны, они очень, значит, активно участвовали в политической, общественной жизни страны. Но сейчас их внимание, я бы сказал, и их
их жизнь скована в одном процессе. Это война. Это война и выполнение своих, значит, обязанностей. Да, они могут в глубине души понимать, что происходит, но пока они сконцентрированы именно на своем военном положении. Артем, это Да, хорошо, но, да, да, во-первых, есть разные военные. Во-вторых, конечно. если будет Майдан не Наву-Майдан, да, а если будет Майдан-Майдан, то без военных в Украине сейчас не обойдется. Каких Так угодно. вот, вот эти военные, я к чему-то веду, нам придется, и как мы им помогаем сейчас, мы им помогали и будем помогать, вот они ждут только нашей помощи. Ни на какой Майдан они не пойдут. А Майдан для того, чтобы, если в другом уже формате, да, такого противостояния гражданского вживую, могут организовать только определенные, значит, субъекты внутри страны и за ее пределами и стимулировать к этому военных, которые в большей степени не воюют на фронте. Да? Это всякие, значит, праворадикальные организации, которые сейчас выполняют функцию там рейдерства, отжима бизнеса там, и так далее, так далее, так далее. Вот они могут организовать что-то подобное на Майдан. Но это будет не переворот в классическом смысле этого слова, как могло бы быть там, по какому-то сценарию, захват офиса президента. Нет, этого не будет. Я в это не верю и этого не вижу. Что же касается, значит, офиса Зеленского, офиса занятия, значит, увольнения Ермака и так далее. Ну, нужно сделать акцент, что Ермак Зеленский был уволен только во имя своего спасения, то есть он попросту кинул того человека, значит, который был к нему ближе всего, роднее всего все это время во имя того, чтобы спастись самому еще на какое-то время. Это самое главное, что мы должны понимать. Замены Ермаку нету по нескольким причинам. И потому что на лавочке запасных нету людей, и потому что даже если можно было бы кого-то найти, ну, это, скажем так, умереть перед свадьбой, мягко говоря, занять сегодня место, значит, главы офиса Зеленского. Зеленский хотел бы включить антикриз, пригласить на это место там условных, давайте будем говорить условных Буданова, условного Залужного, для того, чтобы еще продолжить какое-то время. Это был бы политически очень неплохой ход. И на самом деле общество и парламент это было восприняли. Но сегодня мы с вами видим очень серьезный кризис в том, что нету главы офиса президента. А и зачем он нужен, если президента уже по сути нету? Это, кстати, немаловажно. И Интересно, дальше да. у нас нету кандидатов на должности в Кабмине, у нас нету министра, у нас нету состава. Вот. И эти места, нету очереди людей, которые бы хотели их занять. Поэтому кризис, который мы сегодня наблюдаем, он будет только усиливаться. Это то самое главное, что мы должны зафиксировать. Дальше вы меня спросили за такой вот точечный момент касательно там противостояния, значит, вооруженных сил Украины подразделения и, значит, подразделения ГУР там в захвате какого-то отстаивания и захвате какого-то в Кончезаспе санатория, да, или гостиницы там. Санаторий, да. Ну, в общем-то, смотрите, в Украине практика, значит, рейдерских захватов, она присутствовала всегда и была всегда. Просто сегодня эти противостояния, они выросли, значит, в разы и приобрели совершенно другие формы. Да? Я, значит, в Украине всегда с этим активно боролся, с рейдерскими захватами, защитил огромное количество предприятий, людей, вернул людям огромное количество их квартир, машин, имущества и так далее. Да? Это тысячи квартир, которые рейдеры отбирали или пытались отобрать у людей. Но если раньше к людям приходили гопники, значит, в кепках и, значит, отбирали у людей эти квартиры, да, или имущество, то на сегодняшний день этой функцией, значит, обладают определенные военизированные формирования. Вот. И они уже друг с другом, значит, вступают в такие вот противостояния. Но все это возможно только благодаря тому, что сегодня в стране нету четкой вертикали власти и нету системы, выстроенной государственного управления. Поэтому они сегодня имеют возможность таким образом Ну, действовать. смотрите, ну вы же Поэтому, одессит. Вот Вы же одессит. Вы же знаете, да. кто такой Кауфман и Грановский.
Ну, вы Ну, же в курсе, да? Ну, вы же понимаете. И вот ровно точно так же, как вы понимаете ситуацию на передовой сейчас на фронте, где Сырский включает антикриз, говорит, ой, не, Покровск мы не отдали, там еще бои, Мирноград не окружен. Ну, вот это вот, да? Значит, что опровергается людьми. И в этот момент, когда у нас на фронте, вот в Ямполь сегодня зашли вооруженные силы Российской Федерации, когда там села, населенные пункты, когда есть даже публично на, как вы говорите, высшем уровне, когда выходит и Путину докладывают там конкретно, да, там, глава их генштаба российского по населенным пунктам. Все говорят, да, ну мы уже привыкли, они им врут. В этот момент гуровцы берут в плен военнослужащих ВСУ. Где? Вы так, ну, смотрите, рейдерство, подождите, это Конча-Заспа, Артем. Это нормально. знакомое всем Конча-Заспа, где живут и куда не летит ни дрон, ни ракета в Да, Конча-Заспу. да, Понимаете, это признак не просто вот этого развала изнутри, это катастрофы признак. ну, И у нас конечно. сейчас будут вот эти люди, которые там условно со своими отрядами и, ну, этими, кто-то, у кого-то ГУР может приехать ребят дать для того, чтобы вопрос решили, у кого-то какая-то часть, у кого-то штурмовики, у кого-то еще кто-то. И в это время, когда фронт прозябает, ну, с этим надо что-то, это что надо предпринимать, понимаете? И тут вы сказали очень такую фразу, которая на самом деле подчеркивает всю опасность ситуации. Вы говорите, а зачем президенту глава офиса, если нет президента? В таких случаях обычно все говорят куда, да, обращают свои мысли. Верховному главнокомандующему. Он же не просто президент, он верховно-главнокомандующий. А его нет. А он ничего не говорит о том, как воюют между собой уже подразделения вооруженных сил Украины. Это же просто развал, и нужно быстро что-то предпринимать. А раньше мы с вами в беседе говорили, ну это где-то год еще будет происходить. Нет никакого года. Месяц максимум. Ну, дело в том, что Зеленский никогда не говорил о настоящих насущных проблемах, значит, внутри страны. Это что касается и фронта, и что касается и внутренних таких вот, на самом деле, серьезных проблем по одной простой причине, что если он об этом будет говорить, то за это нужно отвечать. То есть нужно отвечать, да, почему это произошло, да, провал фронта, там, будь то провал там, Курской операции, ну, уже вспомнить. Но я могу об этом говорить, потому что я единственный депутат парламента, который сказал, что, значит, Курская операция – это авантюра Зеленского, что это его личный политический ход, да, вот, поэтому но он же не сказал о том, что там, значит, проблемы в Курской операции. Он закончил свой разговор на каких-то там условных успехах ВСУ. Я недавно, кстати, выставлял видео у себя в телеграм-канале, где показал, когда человека, значит, в Одессе на площади Толбухина украли ТЦК, а сейчас я показывал, как его уже судят как террориста, значит, в Российской Федерации. Вот эта цена была Курской операции, помимо там, десятков тысяч наших погибших солдат, если не сотен, вот, и огромного количества, значит, потерянной армии и ресурсов, это вот ад для всех, кто там был в разных проявлениях. Поэтому Зеленский не будет говорить о проблематике, потому что за это нужно отвечать. Вот и все. Я хочу задать вот такой вопрос. Причем это прям очень интересно. Вот вы говорите, партия мира начнет формироваться. Да. Говорят, что у британцев яйца в разных корзинах. Залужный приехал неспроста. Значит, Порошенко эти трибуны блокирует тоже неспроста. Вы тоже называетесь, там, Гончаренко, как яркий там, оппозиционный критик власти. Вас тоже называют как фигуры, на которых ставит та или иная сила. Вот на вас ставит Лондон, например. Ну, вы же в Лондоне судитесь, вас же не экстрадировали из Лондона. Значит, вы кандидат от Лондона на политические, скажем так, роли. Одни говорят парламент, другие говорят там возглавить страну. То есть, а что? Вот разные корзины. Чтобы под эгидой мира, церкви, ну вот этого всего согласия взять
паузу в несколько, там, годик-другой, третий, да, а потом, собственно, вернуть войну на нашу землю. Ну, вот такой, как говорится, кот в мешке, которым предстал Зеленский когда-то. Как вы думаете, действительно ли сейчас на нашем поле играют британцы, играют ли с вами? И есть ли центральное магистральное решение? Вас называют, Арестовича называют, ну, всех плюс-минус видных деятелей, да, что условно есть лоббизм определенных сил, да, которые обеспечат паузу. А просто сейчас решается или под эгидой одвичная борьба и ультрапатриотизм, или наоборот, то, что принято называть сегодня пророссийскостью. Да. Ну, опять вы задали очень много вопросов, я постараюсь структурно на них отвечать. Ну, скажем так, меня, значит, фантазии у многих политиков, так называемых экспертов, лидеров мнений по отношению ко мне, как и к нескольким другим, значит, субъектам, бывают очень разные, в зависимости от того, за что им заплатят, например, или как они себе это представят, что было выгодно для них. Да? Я был и являюсь для многих, значит, пророссийским политиком, работающих на Кремль. Уже я начал являться для каких-то экспертов, значит, пролондонским политиком и, значит, кандидатом от Британии, да, на какие-то условные должности и так далее. Вот, я в этой, значит, ситуации должен сказать одно. Я исключительно проукраинский политик, который работаю и буду работать исключительно в интересах Украины и украинского народа. Это первое. Я не проукраинский, я не пророссийский, не пробританский, а проукраинский. Это первое. Второе, очень важно заметить, что вы сказали, что в Британии я нахожусь под судом. Да. И когда я приехал в Британию, то меня здесь просто арестовали и посадили в тюрьму. Вот. Поэтому есть очень важные такие, значит, триггерные вопросы, которые избавляют меня от возможного клейма быть пробританским. Хотя я считаю, что будущие политики, которые стремятся к миру в Украине, должны иметь коммуникацию абсолютно со всеми для того, чтобы иметь... Я думал, вы сейчас скажете, должны иметь судимость. Обязательно, да. Должны иметь санкции и судимость, да. Должны иметь коммуникации абсолютно со всеми сторонами, со всеми странами и со многими лидерами быть коммуникация. Это будет крайне, крайне важно для таких лидеров. Дальше. Вы у меня спросили за то, есть ли уже какая-то сформированная позиция в отношении той или иной группы. Вот смотрите, ничего подобного нет. Ни на кого не сделаны никакие конкретные ставки. Все вот эти бредни, Россия ставит на тех, Британия ставит на тех и так далее, ничего такого нет. Идет процесс. И когда этот процесс уже идет, определенные группы вносят какие-то свои коррективы. Именно поэтому я призываю к тому, чтобы в Украине была восстановлена политическая среда. Потому что только в политической, а не в авторитарной среде, как это есть сейчас, возможно, значит, представление своих взглядов, возможно, представление своих интересов и выстраивание той или иной политики. А что же касается будущего мира, так, дорогой Александр, будущий мир у нас будет только с теми политиками, которые выстроят по-настоящему доверительные отношения с Россией и Белоруссией. Будущий мир возможен в Украине только тогда, когда легитимный орган власти, легитимные политики выстроят понятные взаимоотношения с Россией и с Белоруссией, которым у Беларуси и у России будет доверительное отношение. Вот тогда мы перейдем к мирному кейсу. А пока мы можем говорить абсолютно о разном, что, кстати, в большинстве случаев никак не сходится с реальностью. Все эти истории и клеймо о пророссийскости или пробританскости. Я сторонник того, чтобы те люди, которые на самом деле государственные люди, значит, в будущем хотят жить в мирной Украине и строить мирную Украину, должны иметь возможность коммуникации и разговора абсолютно со всеми. Не клеймить ни одних, ни других, не, значит, иметь сопротивление ни с одними, ни с другими, при этом выстраивать очень грамотную дипломатическую политику.
Каким Вот образом? это моя позиция. Да, все на самом деле очень просто в разрезе того, что когда в Украине начнется политическое поле, Смотрите, то, о чем я политическое говорю. поле. Вот выходит Путин, Да, и, ну, понятно, он встретился с Витков, а он в Индии. Он Путин в Индии. Тоже очень интересно, да? И там Индия Таймс, интервью большое, и говорит, в общем, добьемся мы своих целей или военным, или не военным путем. Каких целей? Говорят, ну, говорит Путин. Значит, Донбасс и Новороссия. В понятие Новороссии все немножко переполошились после этой формулировки, потому что Новороссия, ну, вы сами понимаете, что туда входит. И ввиду вот этих ударов по танкерам, вчера, кстати, румыны один сообщили, что малюка одного подбили в море. СБУ, Малюк, кстати, в больнице давно, малюк который? который в СБУ. А что с ним? Ну, он решил абстрагироваться немножко от, значит, событий, которые происходят, и принять очень выгодную позицию, скажем так. Он, знаете, как на фронте бывает, говорят, передислокация. Вот так и у него. На больничку съехал, Ну, так бывает, да. а из СБУ ВЛК увольняют, как Залужного? Не знаю, посмотрим в будущем. Ну, это, кстати, интересная деталь. Ну, в общем, малюка я имел в виду, который морской дрон, да? Да. Sea-Baby, морской малюк. Но потом СБУ говорит, не, ничего. И ввиду этого же Путин четко сказал, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря, то есть зайти в Николаев, Херсон, ну, и в Одессу. Вы всегда и в наших разговорах говорили, что, мол, не бывать этому. Мол, Одесса будет украинской, Одесса будет, скажем, там, такой, ну, нормальной, да, Одесса, не такой, как сейчас, но украинской. Кажется на мгновение, что американцы вот этим всем молчанием по итогам встреч в принципе дали Путину карт-бланш. Говорят, ну, давай, ты занимайся, вот здесь, да, там, хочешь там военным, хочешь не военным, в общем, вперед из песней, мы мешать не будем, а Европа и НАТО, которая там представляет военную силу, они, конечно, будут спасать Владимира, но не Украину, потому что четко сказали, что без плана «Б» у Рютте нет. Имеется в виду без поддержки американцев в военном смысле помогать Украине. Какая будет судьба у Одессы, какая будет судьба у этих территорий, и как вообще вот эту, как вы выразились, политику, платформу политическую строить, если ты понимаешь, что Россия или военным, или каким-то другим путем ну, нацелена забрать территории, чтобы их признали. Ну вот условно, вы депутат сейчас, да, вы там сейчас в изгнании. Ну хорошо, например, канцлер Украины. Я просто специально беру такие, ну вы поняли, названия несуществующие. Канцлер Украины Дмитрук отдаст Одессу Путину, как часть Новороссии? Да. Значит, смотрите, первое, я пойду первое акцентами, что самое важное. Одесса будет наша. Вот, Одесса будет наша, и на этом я закончу. Это первое. Второе. Для многих наших зрителей я бы хотел бы разобрать вопрос вот касательно того, когда Путин чаще говорит о Новороссии, скажем так, в минимальном ее контексте и о Новороссии, значит, в, возможно, максимальном ее контексте. Здесь очень важно, потому что зрители могут не совсем, значит, с исторической точки зрения, совмещая ее с современными высказываниями, это может быть по одному или по другому. Так вот, когда Путин говорит за Новороссию с исторической точки зрения, да, это у нас и Харьковская область, и Луганская область, и Донецкая область, и Запорожье, и Днепр, и Херсон, и Николаев, и Одесса. Значит, почти весь юго-восток Украины. Значит, когда речь идет за, грубо говоря, меньший формат, да, это все, но кроме, там, грубо говоря, там, Николаева и Одессы. Вот. Что же касается того, что хочет Россия, о чем говорит Россия и так далее, то это мы можем с вами говорить исключительно в том процессе и в том видении, в котором есть сейчас. Вот сейчас в Украине власть захвачена террористом, да?
Поэтому руководство России излагает свои мысли именно так и говорит именно об этом. Говорит о том, что это будет или военным путем, там, или дипломатическим и так далее. Вот. Вот я и мои коллеги, значит, мы бьемся за то, чтобы Украина жила в мире, Украина жила в мире в первую очередь с Россией, для того, чтобы у Украины был равный доступ к Донецку, к Луганску, к Крыму, к Херсону, к Одессе, к Киеве, как и у русских, так и у украинцев, чтобы было это одно цивилизационное пространство Руси. Это я говорю о том, что вот эта конструкция, о которой я говорю, освобождение политических заключенных, выстраивание совершенно новой политической структуры в парламенте в будущем должно привести именно к этому, чтобы вопрос этот больше не поднимался. Вот. А Одесса, она наш. Ну, а Крым Божий, мы помним эти все выражения, но тут, понимаете, в чем дело? Тут же вопрос юрисдикции и вопрос четких целей. России нужно, чтобы это признавалось на каком-то уровне, юридическом, международном. И, соответственно, будущая политика должна этому соответствовать. Иначе что? Иначе война, как сейчас. Вот только когда, значит, в переговорный процесс и в Украине будет сформирована переговорная группа с представителей партии мира, Александр, мы с вами узнаем о очень интересных, очень новых, очень простых и очень конкретных решениях, которые возможны между взаимоотношениями Украины и России, между территориями, юридическим признанием и возможными следующими, значит, граничными вопросами. Хорошо, это так будет, как вообще сделать так, чтобы России было интересно говорить с Украиной? С Украиной же не говорит Россия сейчас, они с американцами говорят. Это будет неизбежно. Мы сейчас с вами участники этого сложного процесса. Сегодня, но видите, так сложилось, что власть в Украине так крепко захвачена, что это не происходит по щелчку пальца и не произойдет. Сегодня это структурные изменения, перехода от этого, значит, террористического управления к его ослаблению, переходу, значит, власти в парламент. В парламенте тоже будет сначала не все так гладко, не все так просто, к новому управлению. И лишь потом, когда уже будет стучать по голове, потому что, смотрите, здесь же настолько быстро происходят процессы, что мнения, значит, депутатов в парламенте, их позиции могут очень меняться в зависимости от происходящих событий. Вы понимаете, что когда после каникул довольно сытые, довольно довольные, довольно воодушевленные депутаты придут после каникул в парламент, это уже будет немножко другая структура, уже будет немножко другая позиция. Мы понимаем, да? Смотри, их уже накормили. Знаете, я всегда вспоминаю фразу, значит, она принадлежит к большому количеству депутатов «Слуги народа», когда прошло 2 года в парламенте, и я говорил об оппозиции к Зеленскому и так дальше, а они мне выражали такую мысль, что, Артем, вот нам бы еще бы годик вот так посидеть, и нам бы хватило. Понимаете? Это и хорошо, и плохо. Но в данном случае, когда вот даже было голосование за бюджет, я же не просто так написал, что неплохо, это хорошая позиция. У нас без европейской солидарности и без батькивщины есть возможность принимать решения за недорого, скажем так. А в будущем это может быть во благо мира. Поэтому, знаете, Александр, здесь можно вот сказать, все, всему конец. Мы идем к руинам, или там многие, особенно в России, значит, эксперты говорят, в Украине будет президентом Путин. Да это нафиг Путину не надо. Ему бы вот, слава богу, чтобы у себя совсем разобраться, да? Вот, поэтому здесь нам важно биться за наше, за то, что есть, за то, что легитимно, и за то, где еще можно что-то поменять. Потому что проще всего, и я это понимаю, и политтехнологи многие, философы и так далее, которые говорят, вот только после руины, после полного падения возможно какое-то возобновление. Но я не могу себе этого позволить так говорить, понимаете? Потому что я не разделяю себя со своей страной. И я говорю на каждом этапе за всевозможные варианты изменения этого процесса. Вот так вот. Ну, варианты, конечно, всевозможные, это понятно. Что с Зеленским будет? Мы с него начинали, и давайте, собственно, как бы ним завершим.
Да, Зеленский понимает, что с ним будет, да. На самом деле он понимает, и его на самом деле жизнь, это последнее время его жизни, это то, что он проживает сейчас. Дальше, вы понимаете, что структура в мире, вот он еще проживет, грубо говоря, за пределами Украины там какое-то время, пока еще какие-то его кураторы по типу там Макрона будут иметь какое-то влияние. Но это же тоже уже заканчивается. Вы понимаете, что никто не захочет втянуть себя в яму вместе с ним, и все дипломатично открестятся от этого процесса. Ничего хорошего его не ждет. А Артем? главное, извините, а Да, да. главное это все потому, что он главный сегодня человек, который гонит на нашу церковь. Это главная причина его, скажем так, мягко говоря, неудач. Артем Дмитрук был моим собеседником сегодня, но смотрите, вы говорите по церкви о том, что неудачи. Если бы Зеленский хоть что-то сделал бы в контексте ТЦК, ну, вот, хоть как-то, да, но мы понимаем, что это его как бы идея, наверное, утвержденная им, вотчина, его карт-бланш. Сейчас там пытаются, я так понимаю, шкуру свою спасти. Вообще мы видим, конечно, такой переформат. Шкуру спасти пытается Лубенец, да, бывший депутат, сейчас омбудсмен. Говорит, ТЦК там не имеют права. Короче, начинают, там, бодикамеры там не сработали, еще там чего-то. Сейчас поднимают депутаты вопрос, а давайте что-то делать с мобилизацией, потому что это сильно дорого, толку никакого. И Зеленский вынужден там выходить и говорить, мы сейчас вас, боевые бригады, будем пополнять справедливо. Я задался целью, дал там задание. А по сути, почему нет пополнения? Потому что люди бегут, потому что людей схватили, потому что люди не хотят воевать. Или там, ну, отправляют в боевые бригады, кого поймают, в общем, из маргинальных таких слоев украинцев, там, то пьяниц, то еще кого-то не очень хороших, да. А те потом бегут, а бегут не просто там с гранатами, как вот в Одессе, да, бросил, поссорился с женой, бросил 2 гранаты, самому ногу оторвало, жену там, в общем, покромсало, люди пострадали. Ну вот к чему это, да, вот приводит. И все начинают как-то об этом думать, задумываться. У вас тоже вопиющая история непосредственно о ТЦКшниках. Поэтому, знаете, тут как бы такой момент. И тут, знаете, в чем большая проблема, главная Зеленского? В том, что делают вид, что этого нет. Ну, то есть, вот идет одище, кошмар, а все говорят, да ничего, нормально все, там, мы потужнее, мы сильные, это никого не касается. Вот это будут вспоминать. И целое поколение будут вспоминать вот этих ТЦКшников. О них как раз-таки не забудут. И о том горе, которое там в тылы украинские принес Зеленский с ТЦКшниками. Если, например, еще правильно там говорят, что быстро кровь превращается в траву, да, там быстро впитывается в землю, имеется в виду на фронтах, да, вот эти ужасы и кошмары. А вот это то, что в тылах вот это творится, вот это будут вспоминать долго. Конечно. Как полицаев немецких. И поэтому тут мстить будут Зеленскому. Мстить очень серьезно. Сегодня мы можем сказать с полной уверенностью, что 90% граждан Украины поддерживают противостояние и убийство ТЦК, и 90% людей поддерживают скорейший уход Зеленского. Понимаете? Это то, чем я хотел подытожить ваш разговор. А то, что будет уже дальше с ТЦК, я думаю, для всех это понятно и логично. И неизбежно. Ну, в общем, судьба Зеленского – это судьба ТЦК после войны. Так Давайте. это неразделимое понятие. ТЦК и Зеленская, какая разница? ТЦК – это руки Зеленского, там определенное большинство там, значит, подразделений СБУ, там это руки Зеленского, там и судьи и так далее. Это же, смотрите, это же начать и кончить, так сказать, да, этого очень много. Поэтому поймите, Вселенная, Господь, они не прощают такие вот вещи, как, понятно, хула на Духа Святого, и очень еще важно один момент. Нельзя обижать обычных людей. Нельзя обижать обычных беззащитных людей. За это обязательно будет наказание и в этой жизни, и в загробной жизни. Поэтому это основное, и это неизбежно. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Артем Дмитрук, ссылка в телеграм-канал и на YouTube-канал в описании к этому видео. Берегите себя и друг друга. Артем, спасибо за время и мысли. Спасибо вам.
Добра и света. Увидимся.